Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Приветствую вас на канале Ленивый огород. Сегодня я расскажу о подкормке огурцов органическими растворами. Огурцы начали плодоносить, и я перехожу на еженедельные подкормки кустов. Так как ранее огурцы я выращиваю в мешке, питательные вещества из грунта они сами добыть не смогут. Чтобы огурцы плодоносили до конца сезона, им постоянно нужно получать все основные компоненты, минералы и микроэлементы. Как только питание для куста заканчивается, прекращается и плодоношение растений. Значит, нам нужно сделать так, чтобы почва содержала все элементы, необходимые для роста, на протяжении всего сезона. Чем плодороднее грунт, тем богаче урожай. Перед подкормкой растений снимаем урожай. Важно вовремя поливать кусты огурца и регулярно собирать урожай. При несвоевременном сборе урожай значительно уменьшится. Во время плодоношения огурцов я предпочитаю подкармливать растения органическими удобрениями. Готовлю подкормку. Стакан золы растворяю в литре горячей воды. Настаиваю это пару часов и выливаю в лейку. Также добавляю в лейку 2 литра настоя сброженной зеленой травы. Лейку наполняю водой доверху. Лейка у меня 12-литровая. Подкармливаю предварительно политые кусты огурцов из расчета 1 литр подкормки под каждое растение. Такую подкормку я провожу каждую неделю. Подсыпаю перегноем стебель растений, так как видны зачатки вновь образованных корешков. Пасынки, растущие из пазухов листьев, я удаляю, оставляя огурчик и 1 лист для фотосинтеза. Пасынками можно размножать урожайные кусты огурцов. Отрезаем пасынок и ставим в воду. Через 3-5 дней уже появляются корешки. Можно огурец пересадить в рассадный горшок или сразу высадить в грунт. Я предпочитаю поддержать укорененный пасынок в горшке в течение 10 дней. Корни хорошо разрастутся, и огурец в грунте быстро приживется. Помещаем сюда укорененный пасынок. Присыпаем грунтом. Поливаем. И через 10 дней его можно будет посадить в грунт.
Убираем его в тенек. После подкормки огурцов я провожу опрыскивание завязью. Завязь — это стимулятор плодообразования, и он увеличит урожай огурцов. Препарат развожу по инструкции. И опрыскиваю растения снизу доверху, включая листья, а не только цветы. Такие же способы и рецепты можно использовать и при подкормке огурцов в открытом грунте. Вот такие несложные операции по уходу за кустами огурцов порадуют вас хорошим урожаем. Я надеюсь, вам была полезна информация. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, заглядывайте еще. Всего доброго, увидимся!